Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза. Сегодня у нас с вами в обзоре Суюки. Один из героев, которых можно открыть в аватаре. Чтобы ее открыть, достаточно просто купить пропуск. Здесь у нас полный фарш, полная прокачка, поэтому давайте сразу смотреть, что у нас здесь. Здесь все стандартно, никаких особенностей, отклонений, наклонений, скажем так, нет, поэтому переходим в правую сторону с прогрессами по уровням. Итак, здесь у нас урон по физическим повреждениям, область перезарядка, это все ладно, понятно, критический урон, глобальное усиление хорошие, то есть у нас все герои получают плюс 20% к урону, плюс на 70 уровне 100 здоровья, там еще 100, 160, ой, господи, 100% к урону на 160 уровне и еще раз 20% к урону на 120 уровне. Все герои, которые у нас будут разделять, точнее, которые разделяют вот эту фракцию по аватарам, у нас получают плюс 5% к области эффектов. Сразу скажу, что на этого героя сразу я глаз положил, и достаточно интересно нарисовано, и интересная у нее механика ведения боя, скажем так. И тесты показали, что вот она чуть ли не самая сильнейшая из всей шестерки аватаров. То есть там Катара, Анг, кто там еще у нас есть, там Суюки, Тоф, ну и так далее, да, там принц вот этот. Вот, и что получается, давайте смотреть, тут самое интересное у нас что? У нас тут и в скиллах достаточно все неплохо расписано, написано, хоть и, можно сказать, вот так вот очень простым путем достается нам этот герой. И в кузнице там тоже есть интересные моменты. Итак, по порядку, здесь делаем выпад тремя последовательными взмахами веера, выпуская смертельные снаряды, которые наносят 3 с лишним тысячи процентов урона. То есть все ориентировано на урон. Здесь у нас идет блокировка врагов круговой атакой, нанося при этом еще одно количество урона, там 4500%, если мы этот показатель доведем до максимума. И плюс у нас с вами добавляется небольшое время на оглушение. То есть мы повышаем урон за счет того, что у нас работает статус-эффект на оглушение, плюс добавляется контроль. Вообще статус-эффекты можно разделить на две категории. У нас одни наносят урон, получается, да, то есть там идет отравление, поджигание, вот это горение врагов и еще один эффект, который нельзя, к сожалению, называть, но вы сами знаете, что это. Вот. И все остальное у нас идет на контроль, но и также повышает урон. То есть есть заморозка, есть замедление и вот как раз наш случай оглушения. В ульте, что у нас тут интересного? Дух воинов Киоши. Получается, всех, кого положили, все будет заполнять шкалу. При полном заполнении Суюки призывает дух воинов Киоши, который повышает радиус ее атак и навыков на 40%, сокращает время между атаками на 15%, а также время восстановления навыков на 50%. То есть, если во все это вникнуть, то вот этот вот скилл, вот эта вот ульта, да, она работает у нас и сюда, и вот сюда. То есть все взаимосвязано, все нужно прокачивать в любом случае, если вы будете играть, особенно если вы на начальном этапе игры находитесь, то я думаю, что вы не пожалеете, рано или поздно, где-то в какой-то момент она у вас заиграет. Давайте перейдем в кузницу, давайте посмотрим, что у нас там интересного. Здесь у нас полный фарш, 5 звезд, поэтому мы сейчас ее полноценно с вами протестируем и поймем, что к чему. И давайте разбираться, что здесь. Удар полумесяцем выпускает дополнительную волну снарядов, но здесь понятно, здесь у нас ориентир на увеличение урона, либо увеличиваем радиус удара полумесяцем на 20%. То есть, грубо говоря, добавляем немножко области. Ну, и если отталкиваться от логики того, что наиболее ценным будет в игре
легко это понять по тем же самым талантам. То есть у нас увеличение снарядов будет приоритетнее из-за того, что они реже по статусу и сложнее их открыть, то есть они реже выпадают. Поэтому здесь по логике выбрана именно вот эта сторона. Тут вопросов никаких нет. Но опять же, если мы с вами хотим как-то цеплять больше врагов именно за счет области, то ставим вот эту сторону. Ну, здесь, конечно, приоритет отдаем в левую сторону, потому что чем больше снарядов, тем лучше. Дальше увеличиваем радиус блокирования ЦИ на 25%, либо при использовании блокировки враги также и отталкиваются. Ну, тут все очевидно. То есть здесь у нас контроль, добавляем отталкивание, то есть уже теоретически можно пробовать проходить кошмар, можно пробовать проходить арену, можно проходить там, да все что угодно в целом, ну, практически, да, то есть вот эти вот режимы, которые требуют контроля, все это можно делать. Все это можно пробовать, все это можно будет проходить. Главное правильно собраться, правильно выставить направление в кузнице и наслаждаться игрой. Здесь все ориентировано на урон, так и оставим, ничего здесь менять не будем. Глобальное усиление у нас стандартное, на 25 тысячных к урону множитель у нас добавляется. И вот давайте смотреть Эва. Мы используем свой щит, чтобы наносить удары по врагам, при этом получая меньше урона. То есть тут она такая, как будто бы полузащита, полуатака, но тем не менее, повторюсь, из вот этой вот шестерки аватаров она является наиболее сильной. То есть там тесты делали, тесты показали результаты, и вот именно она нанесла наибольший урон в том или ином режиме. Особый навык заряжается на 10% каждые 5 секунд. Ну, не совсем понятно, что здесь имеется в виду, поэтому здесь сокращаем время между атаками еще на 10% во время особого навыка. Ну вот опять же, вот где вот этот особый навык смотреть, да, то есть немножко непонятно, о чем идет речь, какой особый навык. Может быть, речь идет о скиллах, может быть, это особенность перевода, но, скорее всего, так и есть. Итак, давайте разбираться, давайте смотреть. Но мы тут с вами, скорее всего, не разберемся. Да, но нам толком-то и не надо. Давайте перейдем по стандарту в подземелье. Есть у нас здесь 3 забега. И мы сейчас с вами потестируем. Вот сейчас у нас стоит все в левую сторону. И также мы с вами выберем все в правую сторону. Поехали. Посмотрим, где комфортнее, где урона больше, где урона меньше. Будем цифры запоминать и смотреть. Так, здесь обновим. Плюс 60% к урону. Скорость перезарядки у нас сокращается. Эва идет от книги перезарядки, что не есть хорошо. Часовщица, привет. Так. Давайте посмотрим вот эту штуковину. И добавим еще разочек. Так, режим видимости уберем. Ну, красиво, да, все это выглядит, и красиво у нее анимация вся эта идет, и чем-то вот она, кстати, самурая напоминает, уже не первый раз. Так, перезарядка. Ну, давайте в области прибавим. И еще перезарядка. Угу, тут у нас уже корневище работает. Удвоение прибавим. Ну, неплохо, вот неплохо, да, вот, ну, приятно играть. И ребята тоже пишут, говорят, что у них получается проходить там какие-то моменты, которые они не могли пройти. И вот так вот быстренько, да, мы с вами до Эва добрались. Давайте смотреть, что у нас тут. О, ну тут вообще, ну красота. Ну мне прям так нравится она. Ну так она нравится. Ну вообще, прям вот, ну не передать. Давайте еще перезарядку добавим. Смотрите, все намного быстрее стало. И вот, кстати, Гоплита тоже чем-то напоминает. У него там тоже вот этот щит летает часто так.
что здесь выберем. Давайте длительность поставим. Будем ориентироваться на урон от основного оружия. Можно было бы, конечно, что-нибудь другое взять. Ну, там, скорость, например. Но здесь давайте будем уже вот так. Так, звук вам, не знаю, мешает, не мешает. Чуть-чуть убавлю. Да или пусть так будет. Области прибавим. И вот смотрите, веер он вообще, он прям чистит. Практически вот прям чуть ли не весь экран занимает. Сейчас удвоение еще прибавим. Удвоение, даже если его не видно, оно все равно работает. То есть оно все равно в любом случае нам прибавит с вами немножечко урона. Поэтому не стоит пренебрегать выбором книги на удвоение. Добавляем урон. Уже потихонечку нас тут начинают подъедать. Еще урон прибавим. И сейчас нам уже полегче будет. Обновимся. Еще удвоение возьмем. Так. Длительность прибавим. И еще раз. Так, что возьмем? Бастион давайте возьмем. Пусть будет. Запустилась ульта. Ну вот как вам? Нравится, не нравится? Мне кажется, приятно играть. То есть тут все такое насыщенное и как бы более-менее понятно. Хотим урон, ставим все влево. Хотим больше контроля, ставим все вправо. Вот сейчас с правой стороной попробуем поиграть и посмотрим, что у нас получится. Возьмем молот, что он урона берет на себя мало в любом случае, поэтому давайте сделаем так. Смотрим. Здесь у нас 239 и 2,3. Ну вот 2,3, 230, 2,3. Легко вроде запомнить. Так, у нас был урон, перезарядка, область, удвоение и длительность. Так, теперь заходим. Сейчас зайдем в кузницу, поменяем все и посмотрим. Так. Нет, не сюда. Можно проще. Заходим. Герой. И вот так, чтобы там не искать ничего. Здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. $232,3. Все поменяли, погнали. Сейчас посмотрим, будет у нас она отталкивать или не будет. Так, у нас был бастион, у нас был урон, у нас бастион, веер. Бастион, конечно, мешает. Сейчас область прибавим. Удвоение у нас было. Молот был. Сейчас тогда соберем все то, что было, чтобы приблизить к тому забегу условия. Корневище было. Вот что-то основная палочка не хочет у нас собираться. Веер, веер, веер. Перезарядка. Да, конечно, тут не самое удачное оружие выбрано для того, чтобы проверять отталкивание, потому что молот он тоже сам по себе отталкивает. И сейчас, наверное, будет тяжеловато увидеть. Ну, как будто бы мы должны вот стать какими-то вот такими неприступными, да? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас вот еще веер прибавим. Так, надо будем бегать. Длительность у нас была, берем. Так, перезарядку прибавим. Давайте ярость возьмем, потому что у нас что-то не хочет никак собираться.
основное оружие. Это очень-очень плохо. Но как будто бы полегче. Вот именно в этой связке как будто бы полегче за счет того, что побольше чуть-чуть у нас контроля добавляется, и вот как-то себя уже прям попроще чувствует герой. И вот видите, даже Эва еще не собрана, а уже 40 секунд осталось. Ну, явно меньше сейчас будет у нас показатель. Там будет не 230, там будет, мне кажется, меньше. Ну, чуть ли не вдвое. Ну вот давайте смотреть. Угу. Так, промахнулся, да? Хотел урон взять, не туда нажал, но ничего страшного. Надо сейчас будет обновить. Возьмем область и возьмем урон. Ну, боссы, понятное дело, у нас быстренько отлетают. Книжки все почти прокачаны, кроме длительности. Ну, в общем, интересно. Играть можно, поэтому открывайте. Кто откроет, мне кажется, не пожалеет, потому что и глобальное усиление тоже неплохие здесь. Да и в целом, да, вот скажу вам так. Вот давайте сейчас чуть-чуть пока придержу, по результатам не будем смотреть. Что я хотел сказать? Я хотел сказать два момента. Во-первых, вот сейчас обзоры делаю и ловлю себя на мысли о том, что в определенный момент игры у вас уже будет такой этап, который даже не знаю, как сказать. Вот вы будете там, например, фармить, ходить, там что-то, вот вы соберете героическое снаряжение, вы там соберете камни, которые вам нужны, вы пройдете все главы, вы пройдете большую часть башни драконов и так далее. И в какой-то момент вы вот, допустим, будете меньше уделять времени игре, то есть вы будете заходить, там, выполнять задания и так далее. Ну, понятное дело, что вы не будете там нон-стоп сидеть, и даже если вы сидите нон-стоп, то, скорее всего, это АФК. То есть вы не принимаете активного участия в игре, вы просто включили забег и пошли. Но в какой-то из моментов у вас будет такая ситуация, когда вот вы просто вот захотите взять какого-то героя и поиграть, просто посмотреть на него. И вот сейчас вот тот самый случай, то есть я прошел там то, ну башня там понятно, мне просто, честно говоря, лень ее проходить, я то есть туда захожу, я понимаю, что там еще бегать и бегать и бегать, и вот почему-то у меня ну нет пока интереса проходить башню дальше, там и босса того же самого бить тоже не хочется, ну вот как-то вот так сложилось. Но тем не менее, события прохожу, стараюсь все, что только возможно, открывать. Вот. И вот касательно Суюки как героя, она приятная. То есть вот у меня хорошие впечатления сложились про самурая, цветущий Ронин. Мне очень нравится за него играть, не знаю почему, есть там какая-то такая своя доля романтики игровой. Также мне нравится Капканчик, он же Жон Манс. И что еще, кто еще? Чернокнижник, Астральный маг. Вот такие вот герои, там Темный паладин, у которых красивые эффекты, красивая визуализация, там за гоплита можно поиграть. И вот Суюки одна из них. То есть за нее приятно ее включить, посмотреть, поиграть. И результаты показывают неплохие. Она показывает неплохие результаты в забегах. Здесь, ну, явно меньше, да, потому что мы поздно собрали сборку нашу Эва, сделали очень поздно. Но даже если вот этот показатель сложить с вот этим, сколько там получается? 220, да? Ну, как будто бы даже и побольше получается. Но, тем не менее, здесь вот видите, большую часть у нас питомец нанес. Интересно было бы, конечно, сбегать еще раз, посмотреть, но не буду на это факел тратить. То есть тут все понятно. Левая сторона идет на урон, правая сторона у нас идет на более контролирующую сборку. То есть пробуйте, тестируйте, там кошмар, арена, ПВП, да все что угодно. Пробуйте, в любом случае где-то она себя у вас проявит.
главы, я думаю, пройдете с удовольствием за нее в любом случае. Также, пользуясь случаем, приглашаю всех к нам в группу, в закрытую. Полезная информация, мысли антигуманиста, полезные таблицы, тир-листы, обсуждения. Чат у нас там вообще, можно сказать, не замолкает. Как не зайду, там постоянно по куче сообщений. Там, ну, бывает затишье иногда, там кто-то что-то чем-то занят, но тем не менее. Если хотите вступить в группу, пишите мне в личку, я все подскажу, расскажу, как сделать. Вот такой вот обзор получился на героя. Сейчас еще буду сразу, наверное, остальных делать. Все, всем пока. До новых встреч.